Сегодня я хочу вам показать, как можно сделать красивый забор своими руками. Вот у меня здесь уже готова одна часть забора, это парадная часть. Вот в наших предыдущих видео «Сказочная мастерская Колесникова» можно найти, как этот вход красился и как он выглядел до покраски. Вот здесь кусочек уже сделанный, а вот здесь вот остались у меня таких вот 3 пролета, которые вот требуют дальнейшей художественной обработки. Значит, как мы это делаем? Я хочу сделать глухие, такие как плиты бетонные, и на них мы будем потом кидать вот такой вот как бы раствор и вылепливать вот эти вот камушки. Для начала нам надо приготовить и накидать плиту. Значит, как это делается? У меня вот участок был огорожен вот такой вот сеткой рабицей. Самая обычная сетка рабица, вот сейчас я покажу. Вот такая вот ячейка у нее. Вот мы ее так и оставили. Укрепили, наварили дополнительные к ней арматуры, ребра жесткости сделали. Вот получается снизу, сверху и крест-накрест. Еще и вот один, и по краям вот еще 2 арматурки пустили. Арматура шестерка. Вот она есть вот такая вот, как катанка ее называют. И есть вот такая вот, она с ребрышками. Такая вот плита USB. Сейчас я покажу. Мы их прислонили. Вот как такой вот к сетке. Вот тут подперли. Взяли потом с той стороны проволочкой, зафиксировали. Все это должно быть очень жестко. Ну, видно, что она чуть-чуть шатается, но она не должна болтаться. Но сверху у нас не хватило кусочков, поэтому у нас такие вот, как нашлись, как ламинатины, мы их там прикрепили. Вот так это все выглядит. Это будет наша будущая опалубка. Так вот это все выглядит. Вот как раз на этом фоне можно увидеть, как мы раскрепили арматурой все вот это дело. Значит, здесь мы решили закидать и сделать художественную лепку на этой плите. И вот на вот этой плите будет это все сделано. А тут мы взяли, пристыкуем профнастил. Значит, вот и сейчас покажу. Здесь ячейка более крупная. Вот такая вот. Вот так вот это все зафиксировано, проволоки покручено и сзади прикреплено. Здесь у нас бетонный такое вот основание бетонное. Мы к нему прикрепили вот такую сетку, потому что на таком вот гладком бетонном основании, на фундаменте, раствор держаться не будет. Он потом, когда попадет зимой водичка, он все равно его отстрелят. Поэтому лучше всего взять, прикрепить вот такую вот сетку. Это штукатурная сетка. Вот она вот такая вот. Мы ее вот так вот зафиксируем и потом накидаем. Я вот здесь проводила эксперимент. Вот у меня здесь есть накиданный кусочек фундамента, уже и покрашенный. Вот это я буду еще смотреть, как он себя поведет зимой. Здесь я взяла на вот это бетонное основание, накидала вот этот раствор. Но это не обычный раствор. Здесь добавлен плиточный клей. Получается, на одну бетономешалку мы сюда добавили 5 ковшиков плиточного клея. Я вот еще здесь вот хочу проверить, как он потом себя поведет зимой и как он будет держаться. Потом буду вам рассказывать, можно ли такое применять без сетки. Так, значит, вот такое вот у нас основание готовое. Сейчас мы замешиваем раствор и будем его прикидывать. Значит, с первого раза никогда ничего не получится из-за того, чтобы раствор будет съезжать. Он будет, вы сюда накидаете, он будет съезжать, падать. Поэтому вот это все дело будет накидываться не так быстро, как бы хотелось получить очень быстрый результат. На это понадобится 3-4 дня. Я начну закидывать, и я покажу, ну, какие нюансы с этим процессом потом происходят. Наш раствор готов. Значит, мы сделали вот такой вот густоты. Вот.
Вот, как бы вот такое. Оно не жидкое, и не густое, и не, ну, не чересчур такое. Среднячок получается. Вот. Вот такой вот растворчик. Пухленький, мягенький. Значит, я вот уже начала пробовать, как оно кидается, что оно вообще происходит. Значит, если вы будете сильно кидать, все-таки оно, ну, вибрирует. И при следующем шлепке, вот если я здесь кину, эти шлепки будут съезжать. Вот. Поэтому нужно тут очень так аккуратненько все это, как бы даже не сколько накидывать, а сколько как бы накладывать. Не старайтесь это делать по порядку. Взять вот так вот раз, как раз, и сверху вниз и пошел кидать. Не получится. Вам надо сейчас всю площадь везде по чуть-чуть кинуть. Тут где-то там, на вот этих вот местах, где раствор может зацепиться и не съезжать. Вот на этих местах надо все прикидать. Вот здесь вот, там по столбику, везде. Потом оно подсохнет, вот это будет уже крепенькое, и рядышком можно будет кинуть еще один слой. Вот тут самое вообще идеально, где можно кинуть, это по низам. Значит, я сейчас просто вот, где оно не съезжает, там и накладываю этот раствор. Видно, как он съезжает, поэтому тут уж ничего не сделаешь, придется это делать в несколько этапов. Значит, я показала один способ, можно вот так вот ляпушками сделать. Но вот у нас Павик пришел, опытный специалист, показывает нам еще один способ, как можно это дело ускорить, чтобы побыстрее это сделать. Значит, накидываем раствор на уже готовую, на жидкое. На вот эту вот часть. Вот сюда оно мокрое ставится и так вот вытягивается. А если кидать вот такую, то он не прилипляет. Можно так кидать. Но шатается, тогда надо. Вот я кидаю на жидкое и бах, и тяну его. Просто берешь ее, кидаешь на жидкое, он туда прилип, а потом мастерком намазываешь. Получается, у нас вся часть идет снизу наверх, постепенно растет. Можно ее хаотично накидать и за несколько дней, а можно вот так вот ее постепенно растить наверх эту плиту. Не лень кидать везде, я просто беру сразу же оба и примазал его, и все. А если оно будет падать, я не буду кидать. Но оно у меня держится, значит, что мне ее кидать туда-сюда? Я сразу же ее кидаю на мокрое, оно прилипло. Теперь, ну так как мне... Для вот этого способа я хочу еще показать, что используется вот такой вот густой, вот он густой такой раствор. Вот. И тогда он замечательно, вот так вот его можно поштукатурить. Тоже не старайтесь за раз все сделать, потому что у вас может потом все вниз съехать. Надо это очень аккуратненько чувствовать, когда остановиться. Надо потянуть чуть-чуть раствор. Ну, сеткой рабица, как бы она придержит раствор. Ну, надо перчатки, так как у меня руки уже привыкшие. Я 30 лет, у меня уже кожа быстрее нарастает, чем она цемент съедает.
Здесь как одна проблема, правой рукой кидаешь, а работать левой мажешь. Ну, не знаю, левой не смогу кинуть. Я левой смогу мазать, а правой не смогу кинуть. Или надо, чтобы кто-то кидал, Ну, так вот потихоньку. А завтра он уже прихватится. Есть еще один вариант, вот такой вот, просто, ну, кинуть, вот у нас немножко раствор осталось, и кинуть жиденьким на... А завтра он уже будет легче скользить не будет, и забор шататься не будет. На, Лена, позакидывай тут. Я свой этот свадебный. Вот такой вот он жиденький растворчик. Просто ляпай его туда. Ну да, без пропуска. Во-во, вот это хорошо. Все, и Соньку привязали. Вот. Отлично. Да. А завтра и сетка бухтеть не будет, и забор не будет скользкий. Вон, Лена, смотри, вот это подмаша отпадает. Вот так. Женя, сними его фотомодель. Это как его газовая фотомодель. Как это еще будет штукатура, наверное, в будущем. Настройки. А то охотничья собака будет охранять двор. Прибыть. Тоже хочет штукатурить. Вот так вот модель снимать. Будущая штукатурщица. Ближе. Ну вот что у нас получилось первый день. Значит, здесь 2 замеса. Сюда вот потратилось на это дело. Больше уже лепить нельзя, иначе тут уже начнет съезжать или будет кусками отпадывать вниз. Вот это вот первый способ я показала. Вот такими лепушками можно было все сделать. Вот это второй способ. Снизу лепить наверх. И третий способ, когда просто жидким берем, закидываем всю плиту, а на следующий день можно уже будет кинуть уже более такой хороший слой. За вот эти вот пупырышки потом будет цепляться следующий хороший слой. Завтра я уже покажу, как оно подсохло и как оно уже себя ведет, вот эта вот плита. Так, вот что у нас получилось на следующий день. Уже все такое крепенькое, подсохшее. Значит, можно вот увидеть. Все такое вот вообще прям крепкое. Вот это наши варианты. Как можно закидать этот щит. Вот так вот. Сегодня мы попробуем это все уже до конца доделать. Вот так. Хочу вам сказать, что если бы у нас был бы еще вот 2 щита, вот таких вот 2 плиты, мы бы еще бы рядышком поставили вон на эту часть, и этот бы процесс ускорился. Это свои личные эксперименты. Мы не торопимся ускорить процесс, но хочу сказать, что вот эти вот плиты достаточно быстро не делаются. Можно делать очень хорошие приличные квадраты этих плит и вот этого всего. Я еще покажу, как потом отделку мы на него это все сделаем. Значит, сейчас мы замесим раствор и будем продолжать закидывать сетку. Так, сейчас я буду кидать еще один слой. Значит, мы берем точно такой вот такой вот густоты раствор.
и будем пробовать кидать. Значит, на вот эту часть, на эту и там. Вообще хочу сказать, что уже плита очень хорошо так себя устойчиво ведет, ничего уже так не шатается. Прям одно удовольствие закидывать. Вот эта верхняя, конечно, еще такая не крепкая, но ничего, мы будем туда аккуратненько намазывать. Сначала пока вот здесь начнем. Вообще прям замечательно кидается. Вот сюда. Стараемся сильно толстыми лягушками не кидать. Пусть сетка кое-где все-таки еще проступает. За следующим слоем мы кинем нужные нам размеры толщины плиты. Ну, что я хочу сказать. Тут, в принципе, вот если на этот способ кидать вот сегодняшний слой, очень даже таки чудесно все держит. Ничего не съезжает за счет того, что вот этот слой стал рыхлым и не достает. Раствор не прям к плите прилипает, а к рыхлому вчерашнему накидан. Поэтому очень чудесно все прилипает. Так, а теперь я хочу попробовать вот этот. То, что мы первый способ делали. Вот эти вот лепешки хаотичные. Они тоже крепенькие. Вот я тоже кидаю. Тоже очень так хорошо все липнет. Никуда ничего не съезжает. Вообще все замечательно. Просто заполняем промежутки, которые у нас остались. Вот все держится. Если вы хотите вот этим способом, вам понадобится вот такой вот мастерочек. Вот он, вот такой вот. Вы просто будете точно так же вот кидать на старый предыдущий слой и размазывать его наверх. И постепенно будете растить плиту. Так, тут хочу сказать вам уже, какой способ вам больше понравится, выбирать вам. Мне, в принципе, для меня вот лично, я бы, скорее бы всего, завела бы первый раствор жидкий, вот как вот этот вот. Везде бы набрызг бы сделала, а уже вот сегодня, вот посмотрите, замечательно все пристает. И мне кажется, это будет более быстрый способ. Ну, как бы вы уже сами попробуйте тот способ, который вам нравится, и уже сами для себя сделаете вывод. Так, я здесь вот все уже позакидывала. У меня здесь самый такой проблематичный слой. Это верхушка, которая шевелится. Поэтому я вот себе так придумала намазывать вот так. Мастерочком. Так вот все берем, продавливаем мастерком в эти ячейки раствор и намазываем. Получается, мы не кидаем, а аккуратненько намазываем ячейки, плита не шевелится. А завтра этот слой хорошо подсохнет, можно будет уже чудесно все это кинуть. Туда ушел ровно один замес. Вот такая вот красота получилась. Вот.
все замазалось, все закидалось. В общем, все так чудесненько. Завтра это подсохнет, и мы таким полугустым раствором кинем такой вот, уже как бы скажу, не окончательный, а предхудожественный слой. Потом, когда все это кинем, мы снимем сзади щиты, и надо будет сзади тоже кинуть такую как шубку, потому что у соседей тоже должно быть красивенько. Так. Здесь 3 замеса. Это получается, на один замес уходит 1 мешок цемента и 5 ведер песка. Вот такой вот объем у нас получился. Плита уже подсохла. Она такая уже крепенькая, уже такая прям. Сегодня мы будем снимать вот эти вот щиты и переставим вот на вот эту вот часть. Чтобы их снять, здесь достаточно открутить или кусачками проволочку вот тут откусить. Не знаю, видно вам или нет. Такая вон проволочка есть. Ее откусить просто и все. Вот эти подпоры убрать, и щиты должны отстать. Потом мы их перенесем на вот эту вот сторону и будем готовить ее к следующей закидке. А здесь, когда мы снимем эти щиты, я покажу, что получилось с этой стороны. Вот мы уже начали откручивать это все. Можно уже увидеть вот кусочек, что тут получилось. Ну, снимается легко вообще. Вот уже эту мы пластину сняли. Все хорошо, будем ее на ту сторону переносить. Так, а сейчас будем вот эти дальше плиты снимать. Вот что получилось. Вот это мы разобрали эти плиты, и вот такая вот стеночка получилась. Значит, она не доведена до совершенства. Вот можно видеть здесь арматуру торчащую, выступающая вот сетка кое-где. Вот такие вот места. Значит, она такая довольно-таки крепенькая, но сюда надо еще кинуть будет слой. Это уже, пожалуй, по вашему желанию. Значит, для меня это как бы эконом-вариант, поэтому я сюда кину такой как бы небольшой слой. Где-то, наверное, будет 1,5-2 сантиметра жиденького раствора в виде шубки такой. Я тоже покажу, как это сделать. И я думаю, что с этой стороны, так как это сторона соседская, соседнего участка, я думаю, что потом покрасить и вообще будет замечательно. Там вот мы с профнастила сделали у соседей, а здесь вот такую вот плиту. Значит, все мы вот эти вот плиты, которые вот были у нас ОСБ, мы сюда вот их перетащили. Сейчас я покажу. Эта часть у нас оказалась более широкой, поэтому мы сюда вот доставили еще дополнительные вот кусочки. Вот так вот подперли. Вот так вот получилось. Как раз можно рассмотреть, как это все выглядит, где мы укрепили, сколько добавили арматуры. Здесь ячейка меньше, поэтому я думаю, что должно полегче кидаться. И вот тут мы еще набили сетку дополнительно. Вот видно. Потому что я уже говорила, на этом цоколе держаться раствор сам по себе не будет. Надо либо добавлять клея, либо вот такую вот сетку. У нас была сетка, поэтому мы ее просто довязали, и вот так вот получилось. Вот сейчас начнем закидывать вот эту вот часть. Вот так вот выглядит вот это. Сейчас вот можно будет посмотреть как раз, вот видите, какой толщины. Наверное, вот здесь вот будет видно. Вот какой толщины получилась
плита. Но это еще не окончательно. Не окончательный размер, потому что надо будет кинуть здесь жидким слоем. И здесь вот уже. Хотите ровно можно поштукатурить, хотите можно кинуть будет лепку. Либо декоративный камень сделать. Мы будем делать вот такой, как там на колоннах, такие вот камни. Я тоже это все покажу. Вот. Сейчас приступим к накидке.